На работе принесли вот такой вот пылесос. Знакомый, значит, говорит, что поломался, не работает. Они себе уже купили новый. Ну, попросил этот посмотреть, что с ним можно сделать. Потому что, говорит, если хоть как-то его отремонтировать, просто тянул, то для машины хочет оставить. Сейчас я включаю шнурочек. Розетку. Ничего. Полностью ноль. Сейчас буду разбирать. Сначала прозвоню шнур сетевой, посмотрим. Потом будем смотреть плату и мотор. Пылесос марка Салак. Не знаю даже, чья это марка. В общем, будем разбирать. Вот тут есть 3 отверстия. Здесь шурупчики. Будем откручивать их. Тут еще не знаю. Все. Снимаем, вынимаем мешок. А вот уже есть тоже здесь, здесь и вот тут еще. В общем, раскручивая все вот эти болты. Эти все раскрутил. Вот эти вот спереди тоже раскрутил. А вот здесь вот есть шурупы стоят. То есть сюда отвертка не становится. Чтобы сюда достать, нужно снять вот эту крышечку. Крышечка снимается здесь. Просто вот сюда нужно подковырнуть. В сторону ушла. И здесь так же самое. И на себя сюда ее. Вот. Все, снялась. Все открутил. Затем берем отверточку. Подковыриваем здесь. И приподнимаем корпус. Вот. Все. В принципе, все снялось. Сейчас посмотрю. Тут разъемчик отщелкну. Вот. Здесь у нас стоит переменный резистор на обороты. Больше ничего на этой стороне. Здесь оплата. И мотор внутри. Сейчас включаю розетку, прозваниваю провода отсюда до платы. Что мы имеем? С катушки, то есть это свернутый провод, приходят вот эти 2 провода, это то есть розетки, через эту кнопку на плату. То есть вот эти 2 красных провода, здесь должно быть питание 220 вольт. Сейчас включу розетку, прозвоню, есть питание или нету, кнопку посмотрим. Синие вот эти 2 провода, это идет на мотор. Включил розетку. Теперь на красных меряем. 0. Смотрим, кнопочка. Тоже 0. Итак, 0. Значит, проверяем до кнопочки. Вот у нас белый и красный. Это до кнопки. То есть со шнура у нас не идет ничего. Позвоним шнур. Так, один звонится. Второй не звонится. Значит, проблема со шнуром на данный момент. Один провод у нас не звонится. Вытащил бобину. Шнурочек вот здесь как скрученный. То есть сейчас я ее разберу. И здесь, по судя по всему, проблема только в этом проводе. Сейчас надо отсоединить вот эти 2 клеммы, открутить
вынять, и провод я уже откусил, пропихнуть новый и подсоединить туда же. Снимаем защитную резинку и вот здесь нажимаем лопаточку и вверх. Все, вот оно снимается. Теперь надо с вот этим разбираться. Здесь, чтобы дойти до проводов, вот оно заходит. Здесь вот это вот тоже разбирается. Здесь вот есть два болтика. Надо их открутить и рассоединить. Потом будет доступ к вот этим вот контактам. На этой штуке вот плавающие контакты. То есть вот это сгибать нельзя. В общем, откручиваем вот это, соединяем и перепаиваем провода. Вот она причина, они даже тут непонятно, замкнутые, не замкнутые. То есть, осталось только заменить. Сейчас так же само зачищаем провода такой же длины. Так же само просовываем, закрываем, подпаиваем. И собираем все в обратном порядке. Перед тем, как паять провод, потому что это провод бэушный тоже, рекомендую прозвонить его тоже тестером на обрыв. Посмотреть, чтобы было все в порядке. То можно запаять. Там еще где-то повреждения есть. Поэтому прозванивайте. Вот, который поврежденный. Выпаял я его. Здесь припаял новый. Сейчас останется прикрутить его на свое место. Выкручивать обязательно, потому что поплавите пластмассу, потом не будет держаться. Эти контакты плавающие ездят по вот этой вот части. Должно все стоять надежно. Теперь собираем все в обратном порядке. Здесь все собрал. Теперь пружинной ролик берем, накручиваем это все, чтобы потом пружина натянулась. Когда вы будете ослаблять, она обратно сматывала. Если не накрутите, вставите, сматывать не будет. Так, поставил все на место. Подключаю сейчас еще подстроечник. Сейчас попробуем, что получилось. Подстроечник на месте, кнопочка. Значит, включаю в розетку. Так, включаем и будем пробовать, если заработает, конечно, обороты. Так, поехали. О, все заработало. Теперь крутим. В общем, все работает как положено. Причина была простейшая. Шнур обычный. У кого-то могут быть другие причины. Ну, в данном случае вот такая причина. Поэтому думаю, что-то будет посложнее. Сейчас все соберу в обратном порядке. Пылесосы все, в принципе, одинаково устроены. У них мотор. Вот это плата регулировки. Ну и кнопка включения-выключения. То есть проверяете шнур, потом плата и мотор. Мотор отдельно можно включить, посмотреть. Если мотор работает и кнопка рабочая, значит тогда на плате. На плате либо искать, либо менять. В общем, кому было интересно, лайкайте, подписывайтесь. Буду еще выкладывать что-нибудь интересное. Будут еще видео. Всем удачи, всем всего хорошего. Буду собирать в кучу.